Здравствуйте, друзья! Меня зовут Нина Воронова-Порте, я психолог, магистр психологии, кандидат биологических наук, а вы на моем канале, где я рассказываю о расстройствах пищевого поведения. Сразу хочу сказать, что я заболела, и сегодня вы будете слышать мой хриплый голос и смотреть на мое нездоровое лицо с мешками под глазами. Ну, как бы что есть, то есть. Чем природа наградилась, тем и живем. И я же люблю парады неидеальности. Ну вот сегодня будет очередное неидеальное видео с неидеальной мной. Рассказывать буду очень важную вещь, которая имеет прямое отношение к болезням и вообще к жизни вообще. Я буду рассказывать о том, что такое ресурсы и где их брать, потому что психологи постоянно говорят, что нужно делать какие-то ресурсные техники, нужно находить ресурсы, нужно восполнять ресурсы, заботиться о своих ресурсах. И вот это все я сегодня не в ресурсе. Вот, и вот это быть в ресурсе, вот про это все я сегодня буду рассказывать, потому что мне задали вопрос в комментариях к видео, где взять ресурс на изменения, где взять ресурс на выздоровление. Вот сегодня буду рассказывать, где взять ресурс. Во-первых, с чего хочу начать. Что такое ресурс? Если мы собираемся его брать, то хочется понять, что это такое. Что такое у меня? Хочется понять, что такое у меня с ресницами. Но все-таки, что такое ресурс? Вот если вы будете гуглить, то вы найдете умное объяснение про то, что ресурс, психический ресурс или психологический ресурс, это такое состояние психики, определяющее способность человека выдерживать стресс и обеспечивать какое-то благополучие психологическое. То есть ресурс – это такая способность психики что-то делать, что-то обеспечивать и что-то выдерживать. Я скажу по-другому, мне вообще не нравится слово ресурс, скажу честно, мне нравится, я использую другое выражение, которое сразу объясняет, что такое ресурс. Ресурс – это жизненная энергия. Ресурс – это ваша жизненная энергия. Когда вы чувствуете, что у вас нет ресурса, а нет ресурса – это значит, я уставший, у меня ни на что нет сил, я ничего не хочу, я просто не могу. Я чувствую, что я не могу делать то, что я обычно делаю. Это может быть даже то, что доставляет мне удовольствие. Вот тогда человек не в ресурсе. Это значит, что у него нет жизненной энергии. И по сути депрессия как таковая – это отсутствие вот этой жизненной энергии. Это когда вся жизненная энергия куда-то как будто исчезает. Вот что такое ресурс. То есть вы в ресурсе или у вас есть это, у вас есть контакт со своей жизненной энергией, у вас есть жизненная энергия, когда у вас есть силы и желание. Вот когда нет ни сил, ни желания, вы не в ресурсе. Что важно понимать? Психологи часто говорят о том, что надо восполнить ресурс или найти источник ресурса. Вот на самом деле я вам скажу, как я эту ситуацию понимаю, а я, конечно, как всегда права, я же всегда права. Так вот, ресурс нельзя восполнить. Ресурс, вот эта жизненная энергия, она конечна. Ее у вас сколько есть, столько есть. Вы не можете ее потерять, вы не можете, у вас никто не может ее забрать. Вот знаете, вот пришел какой-то плохой человек и истощил ваш ресурс, и забрал ваши ресурсы. Нельзя забрать вашу жизненную энергию. Вы не можете ее получить откуда-то извне, вашу жизненную энергию, потому что хотя психика – это как бы открытая система, и мы все время обмениваемся, да, с другими людьми чем-то, мы все время реагируем на что-то, мы воспринимаем чужие эмоции, в том числе чужую энергию. Если кто-то рядом с нами энергичный, мы же тоже такие, но он не дает нам свою энергию, нам никто не может дать энергию, к сожалению. Поэтому сколько бы вы ни плясали вокруг человека, я имею в виду буквально плясали, там, весело плясали вокруг человека с депрессией клинической, глубокой, его это вообще не развеселит, вы не сможете ему эту энергию дать. То есть важно понимать, ресурс нельзя потратить, его нельзя расходовать, у вас не могут его забрать, и, соответственно, вы не можете его восполнить. Вот сколько есть у вас,
жизненной энергии, столько у вас и есть жизненной энергии. И тогда возникает вопрос, почему у одного человека много жизненной энергии, а у другого человека мало? И здесь все, как всегда, очень просто, потому что здесь мы, как всегда, опять приходим к маме и папе. А именно, количество вашей жизненной энергии зависит от такого параметра, который называется психическая емкость или емкость психики. То есть у вас столько жизненной энергии, сколько ваша психика может вместить. Но, что очень важно, существует два типа людей, которые выросли из двух типов детей, младенчиков. Вот есть одна группа младенчиков, детей маленьких, которые растут в ощущении, что даже если сейчас плохо, то потом будет хорошо. И для них плохо – это что-то, что существует между двумя хорошо. Что-то, что надо перетерпеть, переждать, как-то пережить, и потом опять станет хорошо. А есть вторая группа людей, выросшая из второго типа детей. Это дети, которым четко дают понять их родители, их значимые взрослые, что даже если сейчас хорошо, потом будет плохо. И для них хорошо – это состояние между двумя плохо. И поэтому неважно, насколько вам хорошо, плохо придет. Можно сейчас быстренько порадоваться, пока не стало плохо, но потом придет плохо. И плохо, то есть если в первом случае хорошо – это постоянное состояние, в которое врываются некоторые плохо, то во втором случае плохо – это постоянное состояние, в которое могут вклиниваться какие-то хорошо, ненадолго. История та же, то есть мы имеем ту же белую, черную полосы, но вопрос – это белая зебра с черными полосками или черная зебра с белыми полосками? И поскольку мы говорим о психике, то это очень важный вопрос. Ваша жизнь – это белая зебра с черными полосками или ваша жизнь – это черная зебра с белыми полосками? Так вот, психическая емкость формируется в раннем детстве. Психическая емкость – это то, сколько в вас хорошо. Много хорошо, у вас большая психическая емкость, у вас она вмещает много жизненной энергии. Если у вас мало хорошо, значит у вас мало жизненной энергии. То есть по сути ваша жизненная энергия – это вот это хорошо. И если мы все время верим, искренне считаем, мы убеждены, что обязательно в итоге будет хорошо, даже если сейчас плохо, то это то, что называется оптимизм. Вот сразу хочу сказать, что среди людей с РПП оптимистов нет. Вот нет. Там еще булимики как-то надеются, они все время как-то пытаются быть оптимистами, но в глубине души они тоже понимают, что это все плохо. Вот плохо. И они очень много стараются, чтобы из этого плохо убежать. Не чтобы прибежать к чему-то классному. Анорексики хотят прибежать к чему-то классному. Они не очень бегут. Они так затаиваются и ждут, анорексики. Люди с компульсивным перееданием вообще ничего не ждут. А булимики все время пытаются из этого плохо выскочить в то хорошо, но у них не получается, потому что плохо все время. Оптимистов, как я сказала, среди людей с РПП нет. Соответственно, среди людей с РПП нет людей, у которых было бы много жизненной энергии. А жизненная энергия – это всегда про хорошее, про то, что у меня есть силы и у меня есть желание. И это всегда про что-то хорошее. Это про желание добиваться, про желание пробовать новое, про желание что-то новое видеть, вступать в новые отношения, строить свою жизнь, быть счастливым. То есть жизненная энергия – это всегда про хорошее. Всегда. Когда ее много, много хорошего. У вас есть силы на хорошее, у вас есть желание это хорошее находить. Когда мало жизненной энергии, ничего хорошего, соответственно, нет. Так вот, что интересно, вот этот человек с РПП, который вообще не оптимист, у которого мало жизненной энергии, которого мало очень вот этих вот, очень мало сил, он истощен, он измучен своим РПП, с этими отношениями, у него нет сил. Когда люди выздоравливают,
например, в процессе психотерапии у них появляется энергия, у них появляются два важнейших ресурса: время и энергия. И люди в психотерапии об этом говорят. Они говорят: у меня появилось столько желаний, у меня появилось столько энергии, у меня появилось столько времени, я могу и это, и это. Многие боятся появившегося времени. Многие люди с РПП боятся, что у них появится время, и они не будут знать, что с ним делать. Это потому, что пока у них нет жизненной энергии. Жизненная энергия придумает, что с этим делать. Так вот, ну хорошо. Откуда же она берется в процессе психотерапии? Она не берется, она всегда была. То есть у вас есть какое-то количество жизненной энергии, больше, меньше, но она у вас есть всегда. Но иногда вы ее чувствуете, а иногда она как будто исчезает. И спрашивается, куда же она девается, эта жизненная энергия? Почему, если я выздоровлю, она появится? А пока я болею, когда она мне так нужна для того, чтобы я могла что-то менять в своей жизни, ее нет. Так вот, жизненная энергия не исчезает и не появляется ниоткуда. С ней работает тот же самый закон сохранения энергии, который работает с любой другой энергией. То есть, если здесь энергии стало меньше, значит, она находится где-то еще. Энергия жизненная не исчезает и не появляется, она перераспределяется. Огромная часть жизненной энергии уходит на поддержание психологических защит. Психологические защиты – это пылесос для энергии. Там надо ее держать очень много. Когда вы вытесняете, когда вы отрицаете, когда вы все время сидите и рационализируете, когда вы оправдываете насильников, сразу часть вашей жизненной энергии забирается туда. Когда у вас есть токсичные разрушительные отношения, о которых вы думаете, переживаете, туда уходит часть энергии. Когда у вас на работе проблемы, туда уходит часть энергии. Когда у вас страхи и тревога, это забирает огромное количество энергии. И вот так вот вы раздали, вся энергия оттянулась, и вы живете с тем, что осталось. Вот то, что у вас осталось, это на все новое, на все ваши желания, на изменения, на развитие, на перспективы, на счастье, на любовь, на новые отношения. Вот что осталось. Чем больше энергии ушло на поддержание защит, неважно, это психологические защиты, это всегда психологические защиты, то есть неважно, это психологическая защита для того, чтобы удерживать в вытесненном какую-то травму, или для того, чтобы внутренне примиряться с насильником, говорить себе: да нет, да все нормально, да не так все было и ужасно, это было не больно. То есть вот такие защиты, или защиты от разрушительных отношений, от того, что сейчас в жизни вас ранит. Вам тоже надо защищаться, вам как-то это надо выдерживать, вам как-то с этим надо справляться. То есть жизненная энергия идет в двух направлениях. Либо на все хорошее, создание всего нового, на оптимизм и на счастье, либо на защиты, потому что она работает как противовес. То есть много боли, мы туда направляем жизненную энергию и как-то вот это все компенсируем, уравновешиваем. То есть это то хорошее, это та ложка сахара, которую нужно добавить, чтобы было не так кисло, чтобы замаскировать допустим, эту кислятину. Поэтому добавляем сахар. Мы не можем убрать кислятину, мы добавляем сахар. И нам ничего не остается в итоге. Вот живем с тем, что осталось. Вот куда она девается. Соответственно, чем меньше в вашей жизни каких-то токсичных вещей вас окружает, чем меньше вы вытесняете и чем меньше психологических защит у вас задействовано в том, чтобы справляться с травмами и с прошлым негативным опытом, тем больше у вас появится жизненной энергии и больше ресурса. Я сказала, что ресурс перераспределяется.
То есть не бывает психологических вампиров, которые, или каких-то таких вот вампиров, которые так придет, всю вашу энергию высосет и радостно ускачет, а у вас не будет. Это не так работает. Это когда вы общаетесь с токсичным человеком, ваша энергия начинает расходоваться на защиты психологически, на то, чтобы не рассыпаться, чтобы вам было менее больно, чтобы как-то функционировать. И остается вам меньше. После этого вы уставший, измученный, опустошенный и всех ненавидите. И наоборот, когда вы делаете что-то, что приносит вам удовольствие, ваша жизнь как бы объективно становится лучше. И это дает вам ресурс, то есть у вас становится в жизни меньше плохого, больше хорошего. Соответственно, надо меньше защищаться, можно свою жизненную энергию направить сюда, вот в это хорошее, в радость, в удовольствие и так далее. То есть вы действительно можете делать какие-то ресурсные техники, вы общаться с людьми, которые вам этот ресурс дают, не общаться с теми, которые у вас этот ресурс забирают. Но на самом деле понимаю, что все это все равно игры разума, и все это, вся жизненная энергия у вас перераспределяется между разными видами психологических защит. Чем меньше нужно защищаться, тем больше у вас свободной жизненной энергии. И обратите внимание, как я уже сказала, почему психотерапия дает высвобождение энергии в итоге, не сразу, в итоге. Потому что травмы прорабатываются, и от них не надо защищаться больше. Правда обнаруживается, и вам больше не надо ее вытеснять, и вам больше не надо делать вид, что этой правды не существует, и так далее. Ну и отношения меняются, люди просто в процессе психотерапии обязательно происходит какая-то перестройка отношений. Просто обязательно, обязательно. Какие-то границы у людей появляются, соответственно, им становится комфортнее, ну и так далее. Так вот, что делать, если нет энергии? Что делать, если нет энергии? Ну, во-первых, естественно, я всегда это говорю, надо идти в психотерапию и разбираться с тем, от чего вы защищаетесь. Это 100%. Но про это мы сегодня говорить не будем. Это вот я правда всем настоятельно рекомендую ходить в психотерапию, потому что это хорошо. Но я предлагаю вам сделать технику, которая поможет вам понять, где вам приходится задействовать свою жизненную энергию, что у вас ее забирает. Ну, не забирает, а забирает на защиту. Значит, техника такая, что я предлагаю сделать. Она не будет на воображение, она будет сугубо аналитическая, не в смысле психоанализа, а в смысле просто анализа. Мы анализируем ситуацию. Берете лист бумаги. Возможно, не будет видно, я потом посмотрю, если не будет видно, я добавлю картинку. Берете лист бумаги, карандашик, желательно двух цветов, какого-нибудь плохого цвета и хорошего цвета, в идеале, да? Карандашик, ручечку, маркер, неважно, что у вас есть. Смотрите на этот лист и в центре рисуете себя, например, кружочком. Вот у вас я. А вы еще, наверное, и будете смотреть в зеркальном отображении. Да, я сделаю картинку. И вот вы нарисовали себя. Потом вы на этом же листе рисуете все, что есть в вашей жизни. То есть, например, там я, родители, рисуете кружок. Важно что делать? Кружок вы рисуете на таком расстоянии от вас, вы просто чувствуете, вы не думаете головой, вы чувствуете. Чем ближе оно к вам, чем больше оно значения для вас имеет, тем ближе к себе вы рисуете. Вы просто почувствуете, на каком расстоянии от вас этот кружок, например, там родители, или там отдельно мама, отдельно папа, или кружок работа, или кружок там подруга, или кружок хобби какое-то у вас есть, или кружок моя кошка. Все, что важного присутствует в вашей жизни, вы распределяете на листе на том расстоянии от вас, насколько для вас это значимо, чем ближе, тем важнее для вас. И размер кружка пусть будет зависеть тоже от того, сколько этого в вашей жизни. То есть, например, работа занимает очень много в моей жизни, а общение, там, друзья вот столько. Или наоборот, друзья для меня очень важны, поэтому это вот такенный круг. А работа, ну, есть и есть. Вот я ее подальше и в уголке вот так нарисую. Вот. Разместили все важное, что
у вас в жизни есть. А теперь сложное задание. Теперь вы берете и начинаете рисовать стрелочки от кружочка к вам и от вас к кружочку. Если забирает энергию, то рисуем стрелочку от вас, и толщина этой стрелочки, жирность этой стрелочки зависит от того, как много, по вашим ощущениям, это у вас забирает. И, возможно, что-то одновременно дает. И рисуем еще одну стрелочку от этого к вам. То есть от меня к работе, сколько по моим ощущениям внутренним, не головой, внутренними ощущениями, сколько у меня это забирает сил и сколько хорошего мне это дает. Я рисую две стрелочки с разной толщиной, ну или одинаковой толщиной, если по-разному, по одинаково, 50 на 50. И можно рисовать хорошим цветом, это когда забирает, и плохим цветом, когда дает. И так совсем. Мое общение с родителями, мое общение с подругой, мои отношения с моим бойфрендом или с моей женой, сколько мне дают дети, сколько забирают у меня сил, сколько мне дает моя кошка энергии, сколько забирает. И так совсем вы нарисуете стрелочки разной толщины, как от вас уходит энергия и как она к вам возвращается, сколько у вас забирает сил и всего хорошего, и сколько вам возвращается хорошего и вдохновляющего. И вот после того, как вы все нарисовали, вы смотрите на этот лист, вы смотрите, вот я, вот то, из чего состоит моя жизнь, а вот моя жизненная энергия, вот она так перераспределяется, вот столько я ее туда помещаю, в плохом смысле, и столько мне оттуда возвращается хорошего. После того, как вы все это нарисовали, у вас есть все ответы. Все, вы знаете, вы смотрите на этот лист, и вы знаете, что вам делать. Как сделать так, чтобы энергии меньше уходило или больше приходило? На что вам обратить внимание, с чем вам поработать, с чем вам разобраться и где у вас проблема. Вот, и тогда вся энергия, которую у вас забирают плохие вещи, она вся вам останется и даст вам силы и желание. Вот. Вот, собственно, все, что я хотела рассказать сегодня про ресурсы. Подписывайтесь, пожалуйста, на этот канал, подписывайтесь и на YouTube, и на Рутюбе, если у вас есть такая возможность. Комментируйте, ставьте лайки, это все помогает каналу продвинуться, и больше людей увидят эти видео, может быть, они будут им полезны. Не забывайте про мой телеграм-канал, ссылка на телеграм-канал, на мои социальные сети в описании к каждому видео. Подписывайтесь, в телеграм-канале есть чат для общения людей с РПП. Не забудьте про нашу конференцию, ссылка на регистрацию тоже в описании к видео. Она будет осенью, последние выходные октября, первые выходные ноября, посвящена только расстройствам пищевого поведения. Мы приглашаем и профессионалов, психологов, и людей с расстройствами пищевого поведения, и их родных. Для всех что-то будет, и немало, 12 семинаров для людей с расстройством пищевого поведения на разные темы. Программу вы найдете на сайте. Ну и все, и ищите меня в соцсетях, если я вам нужна. Пока.